при этом он еще вот так поступил. Вывод такой: надо брать Uber. Кто едет в Рим, берите Uber. Если вы хотите суп, то, скорее всего, вы приболели. А вас 300 раз спросят: ты приболел? Вы хотите суп, а вы приболели? Или после 12 капучино, как это возможно? В Италии так мозг срабатывает. Иначе, когда ты приходишь не в то время, у тебя или не той свежести еда, или на тебя немножко странно смотрят. Когда я приехала и забыла итальянский язык. Я же говорю на нем и все, не могу переключиться. А non capisco dove devo andare. Proviamo. Такси взяла. По такси сразу возле выхода можете брать. Тариф примерный к центру 50 евро, за центр уже мне сказали 69 с тарифом по багажу. Сказали, что Uber и обычное такси с руки стоят одинаково, поэтому взяла обычное, чтобы уже Uber не ловить. Пожалуйста, мой отель. Прекрасный вид из окна. Короче, что у меня только что произошло? Я сама не совсем разобралась, потому что не помню, какая точная сумма у меня с собой была. Но думаю, меня только что развели на 50 евро. Потому что я ему дала, просто уже были сумерки, я ему дала 50 плюс 20. И он такой, ну, мне так показалось, во всяком случае. Во всяком случае, я никогда не путала деньги. И он такой: ну, сеньора, надо же, ну, 70. И я говорю: ну, 70. А потом смотрю, десятка, они же одинакового цвета. И я понимаю, что, скорее всего, он меня развел, но а что я сделаю? Короче, это... И причем говорила с ним на итальянском, и он из Рима. Ну и в итоге что получается? 70 я ему заплатила, получается, он поменял полтос на 10. Это я ему заплатила, и потом я еще ему полтос один дала, и в итоге я вместо 70 заплатила сколько? 110 за такси. Вот развели меня. А что было делать? Я никак не могла из этой ситуации. Или мне надо, ну, во-первых, ну это ж обман, ну как цыгане на этом, на базаре. Меня так в 16 лет, я канцтоварами торговала, в общем, один цыган так развел на 50 гривен. Он на 50 евро римлянин один развел. Ладно, заплатила 50 евро за урок. Здравствуйте, добро пожаловать в Рим. Это первый раз я решила, что пусть меня никто не встречает, буду самостоятельная. Здравствуйте, цена за самостоятельность. Я еще хорошая с ним была, потому что он сказал: вы не против? Потому что он мне озвучил сумму 70. Он говорит: вы не против, потому что такси может проходить только один раз в аэропорт, один раз одно такси может в день брать клиента. Говорит: можно я еще одного человека возьму? И он взял еще одного человека, тоже за 70, где-то примерно в моем же районе, то есть по 70. Ну, мы думаем, ну окей, то есть скидка мне не прокатила, и при этом он еще так поступил, свинья такая. Короче, вывод такой: надо брать Uber. Кто едет в Рим, берите Uber. Все. Я еще стояла, думала, Uber, не Uber. Говорят, по цене одинаково, зато надежней. Завтра похожу, что-то поснимаю, поем, попью. Ну, я думаю, ничем вас не удивлю. Боже, сеньора, сюда поедете, туда поедете. Сеньора, вы такая, я бы на вас женился. 50! Да, мне вон девчата сейчас смотрят, они тоже в Рим собираются. Говорят, на заметку, все хорошо, живой контент заходит, все хорошо. Вот, учитесь на моих ошибках. Причем я как бы итальянская уже, я на языке говорю, и в Риме уже который 5-й раз. И вот так вот меня, вот так вот, это ж надо такие пироги.
Ладно, пойду в душ и что-то пойду еще успеваю на ужин по итальянскому времени, потому что я время. Время, в принципе, круглосуточно можно поесть. Что я первое делаю по прилету, это маска от Sephora, 5 минут и просто лицо обратно подпитано. 5 минут. Очень классные маски, рекомендую, не реклама. Личная рекомендация. Я сейчас иду пешком к моему любимому месту, Пантеону, там есть очень вкусное филе. Так, спрячу-ка я телефон. Италия, мусорные пакеты. Вы знаете, что они выставляют мусорные пакеты, а потом проезжает такая громкая машина и все собирает. И она тебя будет в 6 утра. Смотрите, только с трапа самолета я пришла сюда и взяла бифстейк, называется стейк пепе верде с зеленым перцем, фунги порчини, белый гриб и вино Монтепульчано d'Abruzzo напротив Пантеона. Обожаю это место, обожаю здесь кушать сразу по прилету. Смотрите, это комнатка маленькая, такая, за 2 дня 400 евро, вы представляете? Ремонт такой стоит денег. В Италии на ланч в барах любят брать троматино. Смотрите, здесь яйцо, прошутто, аспарагус, вот, и помидора, сок помидора томатный с перцем табаско. Что мне нравится в Италии, вот я проснулась, не накрасилась, натянула на себя очки, пошла, захожу, говорю, мне капучино. Такой блондинки, как вы, мадемуазель, сеньора. Ой, думаю, чем мне сейчас заняться, потому что тут на день, я думаю, или пойти мне в Ватикане, я уже как-то была, классно, рекомендую, прям сходу Ватикан. В Колизее внутри не была. Может взять ночную экскурсию. Или еще, думаю, просто взять самокат и погнать на самокате. А Ватикан завтра, потому что я могу оставить вализы и погнать в Ватикан днем. Еще надо, думаю, прибрались в комнате. Прекрасно. Ребята, вот я вам показываю мою комнату, где я остановилась. Сейчас в Риме. В Риме, в принципе, всегда цены просто ё-моё. И вот эта вот комнатка, отель, ну, скажем, я вчера километр, наверное, максимум 1,5 от центра. Я вчера прошлась. В принципе, хорошая локация. Но сам отель, знаете, он стоит денег. Он стоит намного больше, чем выглядит. Ну, в принципе, как все в Риме. Вот. Европа, она такая. Ко мне уже пристала одна старушка. Пришлось притвориться, что я не знаю язык. Она выходит, наверное, скучно. Ключи теряет, бросает. Ну, я посмотрела, женщина проходит и говорит, проходи мимо. Везде свои сумасшедшие. Ну, хорошо так сразу притвориться, что не знаю языка. Вообще, знаете, как классно? Захожу и везде все знаю, везде все слышу. Притворяюсь, что ничего не знаю. Ну, смотря как удобно. Видите, люди набирают воду из фонтанов. Очень много таких фонтанов, и из них идет питьевая вода. Что можно брать бутылочки и ходить набирать воду. В Турине еще так. Там вода из Альп идет. Здесь, наверное, из Апеннин, но я не уверена. Вот я подхожу к Пьяцца дель Пополо. От моего отеля это буквально 10 минут. Пешком, не спеша. Для себя я решила, что я похожу пешком. Потому что у меня платье очень короткое для скутера. Ну, попробую, может, вечером, пока не знаю. И я решила, что, в принципе, хочу провести этот день просто в Риме и потеряться. Самое лучшее. Вечером, возможно, я пойду на ночной Колизей, завтра в Ватикан, но я пока еще не уверена. Пока вам просто покажу, как теряться в Риме. Смотрите, вот там вот слева прекрасные аперитивы и панорама на церкви. Справа тоже хорошее место, Розата. Там как-то я даже пила вино, и мы поменяли бутылку, потому что оно нам не подошло. Вот отличный музей Леонардо да Винчи. Там представлены много его работ. 35, по-моему, из чего что он делал. Я вдохновлена была, когда зашла туда. Вот, собственно, что по Пьяцца дель Пополо.
Смотрите, в этой кафетерии очень прикольные аперитивы. Постоянно приезжаю, там сижу. Но там сейчас очень много солнца, да и алкоголь я пока не хочу. Вот, но открывается прекрасный вид на церковь. И вот там вот, в принципе, Розати, но там больше как ресторан, как покушать. По поводу аперитивов не уверена, что я там обедала. Качество хорошее. Вот, и сейчас я буду идти к Пантеону. Можно любой дорогой прямо, она приведет к Пантеону. Сейчас в Италии время или аперитивы, или джелато. Но я пить не хочу, поэтому я хочу... Грация. Везде всего хватает. И денег, и бедности, и мороженого. Ну, что хорошо, они здесь не мерзнут, как наши бомжи на морозе. Это так хорошо стало после мороженого. Прям полная феличита. Что у нас идет по меню? Значит, идет завтрак. Капучино до 12. Я это в сторис постоянно говорю. Ну, время можно и после 12, но могут за это содрать побольше. Так вот, где-то в 12, с 12 до 3 обед. То есть, если вы хотите супчик, это с 12 до 3. Ну, в принципе, в Италии супы, они другие, не такие, как у нас. Если вы хотите суп, то, скорее всего, вы приболели. Вас 300 раз спросят, ты приболел? Вы хотите суп, а вы приболели? Или после 12 капучино, как это возможно? Как это возможно? Но я сегодня зашла, я взяла, просто у меня был поздний капучино, я взяла и бисквит, и капучино, а потом я поняла, что еще хочу трамадино на ланч, потому что обеда у меня, я понимаю, уже так такового я не успеваю. Поэтому у меня был и трамадино, и суп коди помодоро, это помидорный суп. И они сказали, ну вы прям все вместе. Я говорю, я прям все вместе, да? Да, да. Когда выходишь, просто в любой угол заходишь, там слева Пьяцца Навона, сейчас вот Пьяцца ди Спания, хотя я шла вообще в другую сторону, к Пантеону. И эти все улочки, они просто меравильозы. Просто прекрасные, и не надо даже ничего смотреть по гуглу. Заходишь сюда и начинаешь ходить. Забежала в ночь. Все ходят, сидят на ступеньках, моют ноги, пьют воду, кушают джелато и никуда не спешат. Вот он, Рим. Городов контрастов много, и Рим тому не исключение. И вот из-за прекрасного живописного угла с мусорными паками доносится эта музыка. Обожаю большие культурные города за это ощущение.
пока гуляла, поняла, что Пантеон закрывается через полчаса, 6:30. Поэтому иду в Пантеон. Если вы первый раз в Риме, ну не знаю, для меня это первая рекомендация. Вот Пантеон моментально я иду. И ну потом идите, бродите. И возле Пантеона у меня есть любимый ресторан один. Но там сейчас перегородка несимпатичная. Может, я покушаю, может нет. Надеюсь, успею вам показать Пантеон изнутри. Кто просил цены, вот, пожалуйста, вам меню. Это другой ресторан на Виа Магдалена по пути в Пантеон. Вот он, мой любимый ресторан слева, который... Ну, там сейчас, видите, перегородка. Обычно я беру столик, и туда видно Пантеон. Меню. Смотрите, получается, вот он ресторан. Тут такой красивый кусочек этого Пантеона. Пойду зайду. Здесь огромная очередь и входные билеты. Я уже даже не понимаю, как их брать. Я уже просто ни разу была внутри. Хотела вам просто показать, но очень много времени это займет. По-моему, мне гид брал туристический. Здесь могила Рафаэля. Посмотрите, еще можно на ютубе другие источники. Днем здесь просто место, куда не очень-то и хочется приходить, хотя Пантеон, конечно, стоит видеть днем. Поэтому я предпочитаю здесь сидеть ночью и наблюдать. Ну, конечно, его сейчас видно в разы больше. Туристы. Рекомендую вам взять гида. Это самое классное. Первый раз, когда я приехала в Рим, я брала гида. Стоит того, надо лучше брать гида. Прямо вот он вас везде поводит, и везде у вас будут билеты, проходы, где дешевле покушать, вкуснее. У меня как мозг работает. Я уже хочу есть. Но знаю, что с 7 вечера начинается ужин, с 7-8. И я понимаю, что мне еще ходить. И я думаю, лучше я пройдусь к фонтану Ди Треви сейчас, а потом вернусь обратно к Пантеону и возьму ужин по нормальному расписанию итальянца. У меня в Италии так мозг срабатывает. Иначе, когда ты приходишь не в то время, у тебя или не той свежести еда, или на тебя немножко странно смотрят. Кто живет в Италии, меня смотрит. Вы со мной согласны? Я сама как-то хочу. Тут хочешь, не хочешь, какая-то итальянская дисциплина вырабатывается. Давайте еще раз по расписанию еды. Утром завтрак – это в основном капучино и булка. С 12 до 3 идет обед. После 3 вы уже нигде не пообедаете. С 3 до 4 вообще ничего вы не можете найти. А вот с 4 до 6 до 7 начинается время аперитива. Или если вы хорошо налопались на обед, то вам аперитива не надо. Тогда вы можете взять джелато. То есть время джелато, ну, примерно у итальянцев с 4 до 6 вот совместно с аперитивом. И это или-или, то есть обычно они не перегружают желудок и тем и другим. И ужин начинается с 7-8 и до 10-11, максимум 11-30, как работают заведения. А потом все, вы ничего нигде не поедите, только если вы будете в какой-то туристической зоне, если это Рим, потому что в Турине вы не найдете, где поесть, допустим. В Турине, я когда жила, это вообще проблема была, где-то сесть и поесть.
Я дошла, чуть всех повыгоняли. 6:22. Первый раз вижу, чтобы с церкви выгоняли. Темнокожий мужчина сказал, что церковь закрыта, выходите в 6:22. Внутри красиво, я хоть посмотреть успела. Свечку, правда, не успела поставить, в другой поставить. Я в Риме летом первый раз. Хочу сказать, что здесь очень жарко. Лучше быть у моря. Ну, так получилось, что я прилетела в аэропорт, поэтому если я проезжаю мимо Рима, я не могу в него не заехать. Вот. Из бонусов, при всей моей потливости, мне сказали, что я все равно Белла несколько раз. Сказали, что волосы у меня красивые, что сережки прекрасно подходят под сумку и глаза. Эй, Италия. Фонтана ди Треви – самый крупный фонтан Рима, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма. Фонтан является одной из наиболее популярных туристических точек Италии, в том числе благодаря многим кинофильмам. Самая важная и популярная традиция – это бросить монетку в прозрачную воду фонтана Треви и загадать заветное желание. Кроме того, что желание сбудется, человек, бросивший монетку, 100% вернется в вечный город. Я вот так уже 5-й раз возвращаюсь, хотя бросила монетку лишь мой первый приезд, поэтому проверено, работает. Реалии Рома, очень жарко, много туристов. Все, что хочется сделать в фонтане ди Треви, помимо того, что любоваться, еще опустить туда ножки, в эту холодную воду. Все, что я думаю сейчас, это, боже, куда бы мне нырнуть. Поэтому, когда приедете, обувайтесь удобно, одевайтесь удобно. И в Риме часто бывает жарко, даже в октябре. Но сейчас у нас июль, я хотя бы подготовлена. Я столько уже кафешек прошла, где я хотела сесть. Но я просто знаю, если сейчас я не поем фортуната, мне уже кажется, я хочу какую-нибудь пасту с грибами. Я знаю, что я ее не поем. Поэтому я все-таки иду в фортунату, а потом уже куда глаза глядят. Так, вот я в Фортуната, посадила себя за столик, попросила отодвинуть, чтобы я была одна. Вначале меня хотели туда на угол, я говорю, нет, дайте мне кусочек пантеона. Итак, по меню, смотрите, что я заказала. Карчоффа алла романа, 8 евро. Как раз сейчас сезон. И заказала я пасту. Да, пасту. И сейчас выберу себе вино. Смотрите, мне посоветовали взять спагетти капелли альоло. Это тоже романское блюдо идет. Но сейчас как раз сезон грибов, и поэтому я решила взять с грибами. Плюс еще можно, если брать римское, вот, тонарелли калчо пеппе. Такая стандартная, тоже вкусная паста, белый соус и перец. Возьму себе белое вино, бокал. Наверное, я хочу болличину с пузыриками. Сейчас выберу какой. Миллизимата очень хорошая. За что мне нравится это место? Здесь очень колоритная и уютная атмосфера, отменное качество и всегда красивая и приятная публика. Grazie. Вот он, карчоффа алла романа. Это очень вкусное и нежное летнее блюдо в такую жару под холодное белое вино. Очень-очень вкусно, нежно, рекомендую. Фетучини с белыми грибами и трюфелем. Замуж выходит девочка. Земляника с ванильным мороженым и десертное вино.
Смотрите, счет 79 евро. Хлеб, вода, арчичок, моя паста, 2 бокала вина, десерт, эспрессо 7. Вот. Ну, вполне, знаете, я даже думала где-то, я себе в голове решила, 100 плюс-минус. Для Италии это хороший счет. Есть такая штука у итальянцев. Ты когда приезжаешь во Флоренцию, они тебе говорят, попробуйте нашу бистекко фиорентина из белых коровок, специально взрощенных, и мясо внутри сырое, снаружи чуть-чуть подпекшее. Или ты приезжаешь в Пьемонт, и они говорят, сейчас октябрь, вам нужно попробовать наши грибы. Или вот наша коровочка пришла из Альп. Или там же делался наш творожок, он пришел из Альп. Или попробуйте вот это вот вино. Или коровки из Абруццо, как это называется, аростичини, вот эти шашлычки. Когда ты приезжаешь в Рим, ты спрашиваешь у римлян, хорошо, какая у вас кучина романа, что у вас из римской кухни надо попробовать? И они такие, оп. Ну, они все говорят кальчо пепе, то есть вино никакое не особо посоветовать, к сожалению, не могут, насколько я поняла. И блюд у них как таковых, кальчо пепе это паста, какие-то потрошки, триппади, что-то там, это потрошки из кишков овечки и бычий хвост. Ну, в общем, римляне непростые ребята по истории, поэтому, наверное, у них такая еда, я аналогию не проводила и глубоко не копала. Просто я чего-то так решила. В итоге я каждый раз приезжаю, и я пробую брать что-то римское, но всегда идет что-то, вот, допустим, грибы, это для меня это Пьемонте, порчини, белые грибы это Пьемонте. Вот, хотя здесь тоже, наверное, есть грибы. Может быть, я тоже как пьемонтеска думаю. Вот, поэтому мы в ресторане Фортунато. Спросите, что у вас тут местное? Вот, конечно, карчофе, артишок, который я попробовала, он такой прикольный. И когда-то я тут пробовала кальчо пепе, паста с белым соусом и перцем. Вкусно. На вино я сегодня пила Милозимато, я забыла, это Тоскана, наверное. А потом взяла десертное, оно было из Сицилии. Вот. Ну, даже сами римляне говорят, вы знаете, у нас по еде, ну так себе, у нас история, мы как бы центр вселенной, у нас история, но по еде это как бы соседние государства, которые с нами существуют. Вот, пожалуй, это то, как я чувствую, потому что если я приду во Флоренцию, в Пьемонте, в Абруццо, в Марке, я вам расскажу, что есть. И в Пулью, я вам расскажу, что есть в Апулию. А здесь каждый раз пожимание плечами, и они пробуют что-то посоветовать, но нет вот этой визиточки коронной. Потому что у них есть пантеон, у них есть Колизей, у них есть куча всего, но это мое личное мнение. Возможно, кто-то его не разделяет. Я просто здесь с вами делюсь моими мыслями. Хороших вам римских поездок.